Рассмотрим Южную Америку и Африку. Не кажется ли вам, что они как будто должны соединяться? Знаете, как части головоломки. Так вот, они действительно так и выглядели. И это не просто случайное совпадение. Более того, фрагменты этих континентов были частью одного большого суперконтинента, который существовал миллионы лет назад. Но примерно 130 миллионов лет назад Южная Америка решила «до свидания» и начала медленно дрейфовать от Африки. Это медленное движение все еще продолжается, и сегодня Южная Америка находится на расстоянии около 1800 миль от Африки. Каждый год этот континент сдвигается немного ближе к Тихому океану. Но как это вообще происходит? Тектонические плиты постоянно движутся. Именно это заставляет поверхность межзвездной Земли меняться со временем, переходя от того, что мы видим сейчас, к тому, что было гораздо раньше. Однако эти движения происходят так медленно, что вы и я не можем заметить их. Таким образом, ни бразильцы, ни чилийцы, ни другие жители Южной Америки не ощущают, как их континент сдвигается на запад. Но статистика не лжет. Южная Америка действительно движется. Похоже, все, что она хочет, это максимально удалиться от этого массивного подводного горного хребта, известного как Срединно-Атлантический хребет. Этот хребет представляет собой цепь подводных гор, которые образовались в результате тектонических процессов. Но что именно толкает Землю к Тихому океану? Это тепло внутри нашей планеты. Глубоко под океаном есть трещины в земной коре, и магма, эта раскаленная расплавленная порода, поднимается через эти трещины. Когда это происходит, магма остывает и затвердевает, образуя твердую породу. Со временем этот процесс может создавать подводные горы, такие как Срединно-Атлантический хребет, и по мере того, как образуется новая кора, она начинает вытеснять старую. Этот сдвиг происходит на километры, и в процессе тектонические плиты и континенты, находящиеся на их поверхности, также сдвигаются и перемещаются. Это подчеркивает, насколько удивителен и динамичен наш геологический мир. На другой стороне Южной Америки, у Тихого океана, располагается плита Назар. Она тяжелее и движется на восток. Поскольку она плотнее, она скользит под южноамериканскую плиту. Весь этот процесс называется субдукцией, и это происходит со скоростью около 3 дюймов в год. Одно из наиболее значительных последствий движения этих плит заключается в образовании вулканов. Кстати, именно столкновение этих двух плит приводит ко всем тем захватывающим вулканам, разбросанным по Анд, и именно оно заставляет континент двигаться. Эти вулканы не просто красивые природные образования, но и свидетельство мощных сил, действующих под поверхностью. Если бы не тектонические процессы, мы бы не имели возможности наблюдать за этой величественной природой. Так что, если все пойдет по плану, прогнозы показывают, что в будущем Южная Америка окажется более центрифицированной в Тихом океане. Однако некоторые модели предсказывают нечто гораздо более интересное и даже сумасшедшее. Прежде чем мы перейдем к этому, давайте проясним одну вещь. Почему, черт возьми, Африка не следует по стопам Южной Америки? Я имею в виду, разве она не должна дрейфовать на запад? Что ж, не совсем. Африка делает свои собственные вещи, потому что находится на африканской плите. Таким образом, Срединно-Атлантический хребет расположен между этими двумя континентами. И так же, как он толкает южноамериканскую плиту, он также толкает африканскую плиту, но в противоположном направлении. Это словно этот величественный хребет пытается разлучить двух бывших лучших друзей, не так ли? Но это еще не все.
Восточноафриканский разлом также влияет на Африку. Этот разлом представляет собой одну из тех огромных трещин, о которых мы говорили ранее, но он формируется на суше. Это делает его еще более драматичным. Именно это вызывает медленное разделение континента. Эта ситуация очень интересна, ведь она демонстрирует, как геологические процессы могут создавать и разрушать континенты. Данная трещина представляет собой проявление разнообразных тектонических процессов, которые происходят на нашей планете. Это долгая история, но, скажем так, разлом затягивает Африку в большее количество направлений, чем когда-либо приходилось Южной Америке. Это может привести к образованию новых географических изменений, которые мы даже не можем представить. Например, это может вызвать образование новых горных цепей, изменяющих ландшафт всей Восточной Африки. Кроме того, подобные изменения могут существенно повлиять на климат региона, оказав влияние на экосистемы и биоразнообразие. Хорошо, теперь пришло время поговорить о том безумном событии, которое может произойти с Южной Америкой и всем вокруг нее в будущем. Теория номер 1. Южная Америка может отделиться от Северной Америки. Я знаю, это звучит очень драматично, но не паникуйте. Мы говорим о сотнях миллионов лет вперед, и я не буду там, чтобы наблюдать за этим процессом. Видите ли, оба континента движутся в одном и том же общем направлении, но с разными скоростями. Североамериканская плита движется со скоростью около 1 дюйма в год, в то время как Южная Америка движется немного быстрее. Даже если они направляются в одну сторону, они не двигаются синхронно. Это создает предпосылки для того, что в будущем Америки могут оказаться на значительном расстоянии друг от друга. Со временем, по мере того, как Атлантический океан продолжает расширяться, а Тихий океан сжимается, все эти тектонические движения могут в конечном итоге разорвать обе Америки. Это будет не просто геологическим событием, а настоящим катастрофическим явлением, которое повлияет на жизнь людей, обитающих в этих регионах. Теория номер 2. Морская жизнь может подвергнуться значительным изменениям. В настоящее время обе Америки действуют как своего рода гигантская стена между Атлантическим и Тихим океанами. Из-за этого морские животные эволюционировали по-разному с каждой стороны. Например, зеленые морские черепахи, обитающие в Атлантике, обычно крупнее и светлее. В то же время их кузены из Тихого океана обычно меньше и темнее. Если когда-нибудь не останется Земли, блокирующей эти две популяции от смешивания, они могут получить новые миграционные маршруты, новые места для гнездования и значительно большее пересечение в своих территориях. Теперь умножьте этот сценарий на сотни других видов, и все может сильно измениться. Мы говорим о новых взаимодействиях, неожиданной конкуренции и, может быть, даже о появлении совершенно новых видов. Это действительно может вызвать целый ряд экологических проблем. Неизвестно, как новые виды будут взаимодействовать с существующими экосистемами. Например, некоторые из новых видов могут стать млекопитающими, хищниками или конкурентами для местных животных. Это создаст новую динамику в экосистемах этих океанов. Мы входим в зону неопределенности, поскольку никто не может точно предсказать, как эти взаимодействия будут развиваться. Это также может повлиять на рыбные запасы, которые в настоящее время обеспечивают жизни миллионов людей. Ладно. Теория номер 3. Америка может снова встретиться с Африкой. В настоящее время Срединно-Атлантический хребет занят созданием нового морского дна, и именно поэтому Атлантический океан медленно расширяется.
Но примерно через 125 миллионов лет ученые предполагают, что этот процесс может остановиться. Вместо того, чтобы морское дно раздвигалось, оно может начать затаскиваться под континенты. Когда это произойдет, Атлантический океан перестанет расширяться и начнет сжиматься. Участок воды, который сейчас находится между Южной Америкой и Африкой, вероятно, станет первым местом, которое будет затянуто под землю. Это значит, что Америка и Африка могут снова встретиться. И когда это произойдет, пограничные страны могут превратиться в довольно нестабильные места с постоянными землетрясениями, которые могут возникать из-за движения плит, и новыми вулканами, вырастающими левее и правее. Восточные Соединенные Штаты больше не будут известны мирными зелеными склонами Апалачей. Вместо этого они станут местом, где снежные гиганты время от времени извергают лаву и пепел, чем-то вроде Камчатского полуострова. Предположим, что страны окажутся с абсолютно новыми соседями. Бразилия может соседствовать с Нигерией и Камеруном, Уругвай окажется прямо рядом с Анголой, а Аргентина может делить границу с Южной Африкой. Если эти два континента действительно объединятся, это будет грандиозное событие, которое приведет к образованию нового суперконтинента, который сразу же станет самым большим на Земле. Это может стать одним из важнейших географических событий в истории. Такой новый суперконтинент будет больше по размеру, чем Азия, примерно в 1,5 раза. И шансы на то, что новая горная цепь сформируется прямо там, где континенты соединятся, создав естественную границу между нациями, очень высоки. Быть частью одного большого континента может значительно упростить многие аспекты жизни людей, от туризма до торговли. В плане экономики это также может привести к настоящему буму. Туризм может значительно возрасти. Люди смогут путешествовать между странами по суше, не тратя деньги на дорогие авиабилеты. Это может оказаться настоящим шансом для местных жителей, создавая новые рабочие места и возможности. Но на этом не все. Другие виды экономической активности также могут значительно вырасти. С одной стороны, у нас есть Южная Америка, которая уже производит и экспортирует широкий ассортимент продуктов, от пшеницы до бананов, говядины, какао, соевых бобов и яиц. С другой стороны, Африка может предложить сырье и товары, которые могут дополнить этот экспорт. Они могут формировать мощный торговый блок, значительно укрепляя свои позиции на международной арене. Это даст возможность странам обоих континентов развивать свое сельское хозяйство, промышленные предприятия и улучшать инфраструктуру. Но знаете ли вы что-то еще важное, что объединяет два этих континента? Да, это нефть. Страны Южной Америки, такие как Бразилия, Венесуэла и Колумбия, являются крупными экспортерами нефти, а на территории Африки у нас есть Нигерия, Алжир и Ливия, выполняющие ту же функцию. Теперь вы видите, насколько могущественным может стать такой союз. Это не только создаст новые возможности для торговли, но и усилит собственную экономику, отдавая приоритет собственным ресурсам. Теперь давайте поговорим о животных. Эти два огромных континента, объединяясь, могут привести к безумным встречам, как, например, капибара, делящая пространство с нильским крокодилом, или ленивец, наблюдающий за гиеной с вершины дерева. Это может привести к появлению новых гибридов животных, которые годами эволюционировали отдельно. Например, у нас может появиться крокослон или ленивец-гиена. Хотя такие названия могут показаться странными, они могут отражать действительно уникальные экологические взаимодействия. Это могло бы создать новые экосистемы с совершенно новыми видами животных. Но, к сожалению, не все будет так позитивно.
появление новых видов может стать угрозой для местных экосистем. Новые хищники или конкуренты могут повлиять на местные виды и нарушить баланс существующих экосистем. Некоторые из них могут стать паразитами для местных растений и животных. Установление нового экологического баланса в этих пограничных регионах займет много времени и сил. Но, честно говоря, никто не знает, насколько долго может продолжаться этот процесс. Единственное, что я точно знаю, что ни вы, ни я не будем здесь, чтобы увидеть это, что в некотором роде успокаивает. Это событие будет формировать будущее давно после нашего времени, и оно окажет влияние на наши потомки. Это удивительно и страшно одновременно. Чувствовать невидимую связь через века и забытые континенты. На этом на сегодня все. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, не забудьте поставить этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Каждый взгляд на такие невероятные процессы, как движение континентов, помогает нам лучше понять нашу планету и ее необычные загадки. Возможно, наше понимание геологии и экологии позволит нам более ответственно относиться к природе и ресурсам, которые у нас есть.